Вы хотели бы отправиться в экспедицию к небесному полтергейсту или вселенной оси зла? Звучит как нечто жуткое и смертельно опасное. Но вряд ли кто-то из нас, космических путешественников, испугается и отступит. Мы готовы преодолевать любые трудности, чтобы больше узнать о Вселенной. Правда, полтергейст — всего лишь название планеты ПСР B1257+12c в созвездии Девы на расстоянии 2300 световых лет от Солнца. На ней просто адские условия. Полтергейст топит ливни смертельно опасных ионов его близкой звезды — Пульсара. Но там нет никаких потусторонних сил. А ось зла — направление, вдоль которого выстраиваются галактики и крупные космические объекты. Если существование такой структуры подтвердится, это нарушит стандартную модель космологии. Она предполагает, что у пространства отсутствует определенное направление. Однако никакой угрозы космическим путешественникам, вероятно, там нет. В отличие от этого, мы предлагаем отправиться в мир, по-настоящему неизведанный и полный безумных тайн, на край Вселенной. Это будет настоящая космическая одиссея. По пути мы встретим смертельный лабиринт, из которого нет выхода. Полюбуемся прекрасной небесной бабочкой и минуем территорию странных космических нитей, вызывающих бури. Но что нас ждет в финале? Мы упремся в некую непонятную стену, столкнемся со злой силой, превращающей в ничто все вокруг, или увидим иные удивительные миры. На краю Вселенной возможно все. Но прежде чем отправиться в путь, узнаем, как искали край мира в разные времена. Небо, усеянное огоньками звезд, с давних пор интригует людей. Наши далекие предки очень хотели выяснить, из чего соткано его сияющее полотно, какой оно формы и где заканчивается. Ответы искали в ассоциациях с чем-то земным и знакомым. Небосвод нередко представляли расшитым каменьями ковром или даже прекрасным цветком. Так египтяне были уверены, что это лотос. Его сердцевина — центр мира, где обитают боги, тогда как миры в лепестках населяют люди. Индуистские тексты описывают пространство в виде яйца, древические — как остров, дрейфующий в бесконечной пустоте. Со временем о космосе узнавали все больше, и представления менялись. В 1610 году Галилео Галилей направил в небо свой первый телескоп. Знаменитый астроном обнаружил скопление бесчисленных звезд, спрятавшихся в полосе света под названием Млечный Путь. Тогда космическое пространство для людей неизмеримо увеличилось. Через 1,5 века, в 1784-1785 годах, Уильям Гершель сделал первую попытку определить размер и форму нашей галактики. Ученый сделал вывод, что Млечный Путь имеет форму сплющенного диска, однако сильно недооценил его диаметр. Еще через 1,5 столетия, когда астрономы построили достаточно мощные телескопы, границы космоса для нас снова раздвинулись. В 1924-1925 годах Эдвин Хаббл доказал, что Вселенная не ограничена нашей галактикой. Оказалось, что Млечный Путь — лишь одно из многих сосредоточений звезд, пыли и туманностей. Затем появились продвинутые телескопы нового поколения. С их помощью астрономы увидели, что видимая Вселенная простирается на невероятное расстояние, и в ней примерно 2 триллиона галактик. Ученые определили возраст Вселенной, которую иначе называют космическим световым горизонтом или мегагалактикой. Ей около 13,8 миллиардов лет. Именно за это время частицы света, фотоны, долетают до Земли. По мнению американского астрофизика Джона Маттера, нельзя вернуться во времени дальше возраста Вселенной. Наблюдая далекий космос, мы оглядываемся назад, во времени, и видим отдаленные регионы мироздания такими, какими они были давным-давно. Почему мы не можем заглянуть дальше? Вселенная, по принятой теории, возникла в результате Большого взрыва. Материя с немыслимой силой разлетелась из точки сингулярности в разные стороны и с тех пор не прекращает расширяться.
В очень раннюю эпоху до образования галактики звезд она была наполнена горячим светящимся газом и оттого непрозрачна. В течение первого миллиона лет после Большого взрыва от расширения пространства газ остыл примерно до 10 тысяч градусов Цельсия и прояснился. Это свечение сначала было ультрафиолетовым, но от расширения Вселенной сместилось в сторону более длинных волн. Так что сегодня мы наблюдаем его как микроволновое и инфракрасное излучение, приходящее с самого края метагалактики. Можно представить источник микроволнового фона как далекую сферическую стену, окружающую пространство. Она ограничивает видимую Вселенную. Мы пока не можем заглянуть за эту стену. Однако астрономы уже изучают самые далекие области мироздания по нашу сторону. Они показали, что нас ждет по пути на край видимой Вселенной. Конечно, положение небесных объектов, которые сейчас наблюдают астрономы, уже изменилось. Вселенная расширяется быстрее скорости света, а его невозможно обогнать. Даже супербыстрым звездолетам будущего это окажется не под силу. Пока мы будем лететь по пространству, эти объекты тоже не прекратят свое движение. Мы их не догоним. Но давайте представим, что нашли способ моментальных перемещений по космосу. Например, с помощью варп-двигателя, который сжимает пространство, либо сооружение кротовых нор, и уже готовимся в путь. Мы даже сможем заранее определить маршрут, используя специальную карту астрономов из Университета Джона Хопкинса в США. На этом путеводителе отмечено положение 200 тысяч галактик, которые простираются от нашего Млечного Пути до самых отдаленных точек пространства. Данные взяты на основе наблюдений телескопа Apache Point в штате Нью-Мексико. Обсерватория исследует разные части космоса с 2000 года, чтобы ученые могли составить наиболее полные карты наблюдаемой Вселенной. Карта ученых из США представляет своеобразный клин, похожий на ломтик пиццы. На нем дана наиболее точная визуализация галактик, начиная от Млечного Пути до края видимого космоса. Если бы можно было поставить на карте указатель наших координат, то он размещался бы на остром конце клина с углом 10 градусов. Это лишь часть огромной окружности вокруг нашей галактики, которая, в свою очередь, является кусочком невообразимо огромной видимой Вселенной. По словам ученых, от начальной точки клин простирается на 13,7 миллиардов световых лет. Начиная с его нижнего края, голубым показаны спиральные галактики в пределах 2 миллиардов световых лет от нас. Желтые точки — эллиптические галактики, которые намного ярче. Огромный красный участок карты тоже обозначает эллиптические галактики, но уже в 4-8 миллиардах световых лет от Земли. Синим отмечены квазары. Затем идет примерно миллиард световых лет полной тьмы. И в конце — линия, которая показывает границу видимой Вселенной. Это край реликтового излучения. Света, который остался после Большого взрыва. Солнечная система. Прихватив с собой карту, мы стартуем. На краю Солнечной системы окажемся в облаке Оорта. Прямых наблюдений этой структуры до сих пор не проводилось. Но косвенные данные подтверждают, что она существует. Облако Оорта предположительно включает 2 отдельные области – сферическую внешнюю и внутреннюю в форме диска. А в основном они состоят из водяных, аммиачных и метановых ледяных камней. Астрономы полагают, что эти объекты сформировались около Солнца еще на раннем этапе развития планетной системы. Позже планеты-гиганты отбросили их своей гравитацией далеко в космос. Нам также придется лавировать среди триллионов долгопериодических комет, которыми предположительно наполнено облако Оорта. Выйдя из него, мы попадем на границу с межзвездной средой, где находится гелиосфера. Это своеобразная оболочка Солнечной системы, заполненная плазмой солнечного ветра, движется вокруг звезды быстрее скорости звука. Она находится на расстоянии примерно 17,5 миллиардов километров от Солнца. То есть в 2 раза дальше, чем Плутон. Пока только космические зонды Voyager 1 и Voyager 2 сумели ее достичь.
Повторив их путь, наша экспедиция, возможно, столкнется со странными и пока необъяснимыми явлениями. Ученые из Принстонского университета США обнаружили в пространстве удивительные структуры и сильные волны на границе между Солнечной системой и межзвездным пространством. Данные спутника IBEX показали, что небесный шторм может бушевать примерно на территории в 1,5 миллиарда километров. Преодолев эти волны, мы выйдем на границу Солнечной системы и сможем наблюдать наш мир со стороны. Каким он будет? До сих пор астрономы считали, что Солнечная система похожа на летящую в пространстве комету с длинным хвостом. Эта гелиосфера огромным шлейфом тянется за звездной системой при ее вращении вокруг центра галактики. Однако последние модели показали, что Солнечная система может напоминать пузырь в форме круассана за пределами Солнечной системы. После штормов в гелиосфере нас ожидает тихое межзвездное пространство Млечного Пути. Или там тоже неспокойно. Чем дальше от центра галактики, густонаселенной области массового рождения новых светил, тем меньше будет туманностей, звезд и планет. Но они есть и на периферии Млечного Пути. А возможно, самая невероятная звезда внешних регионов галактики WB89-789. Недавно ее открыли астрономы из Японии и Тайваня. Это новорожденное светило находится в 62 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Наше Солнце для сравнения расположено в сердцевине галактики в 2 раза ближе. После исследований протозвезда просто ошеломила ученых. Наблюдения с помощью телескопа ALMA в Чили показали, что юное светило окружает небывалое разнообразие молекул. Они содержат углерод, кислород, азот, серу и кремний. В их число также входят сложные органические соединения, включающие до 9 атомов – метанол, этанол, метилформиат и другие. Они служат сырьем для более крупных молекул, необходимых для появления жизни. И кто знает, каких фантастических существ мы можем встретить в системе WB89-789. Но что на самой границе галактики? Ученые утверждают, что это далеко не пустынный регион. На краю галактического диска, по данным космической обсерватории Гайа, находится множество огромных невиданных структур. Они похожи на некие массивные вращающиеся волокна. Авторы исследования считают, что это остатки внешних рукавов Млечного Пути. В разное время они были разрушены галактическими спутниками, а теперь сами возмущают вокруг себя космос. Но непонятные волокна могут быть далеко не краем Млечного Пути и не самой опасной зоной на его периферии. Новое исследование 200 пульсирующих переменных звезд позволило уточнить внешние границы нашей галактики. Ее край оказался на несколько десятков тысяч световых лет дальше от центра, чем показывали теоретические расчеты. Тем самым мы практически уже входим в столкновение с соседней Андромедой. Между галактиками почти не осталось свободного пространства. В этом регионе нас могут ожидать опасные зоны турбулентности, такие как вихри раскаленной плазмы или нечто другое, еще более неожиданное. Когда мы выйдем из столь неспокойной зоны, то все равно в какую сторону полетим. Стандартная модель космологии предполагает, что у пространства нет какого-либо определенного направления. При этом в расчет принимается не маленький, а гигантский участок космоса размером в сотни миллиардов километров. Если бы вы могли увидеть столь огромный кусок неба Земли, а потом, скажем, с планеты Проксима в созвездии Альфа Центавра, то картинка существенно бы не изменилась. Так что мы можем двигаться в любую сторону. Из галактики в галактику, мимо туманностей, планет, звезд, в межзвездном и межгалактическом пространстве, темном, пустом и холодном. На нашем пути могут встретиться просто адские места. Чтобы не погибнуть, их лучше обойти стороной. Это прежде всего черные дыры, которые часто называют настоящими космическими монстрами. Они способны притянуть своей гравитацией и поглотить любую материю, попавшуюся на пути.
К счастью, чудовищные объекты окружают яркие аккреционные диски раскаленной плазмы. Недавно сделан снимок сверхмассивной черной дыры в центре нашего Млечного Пути, Стрельца А со звездочкой. Не правда ли, такой яркий указатель, созданный природой, легко заметить в космосе? И, конечно, держаться подальше. Немного коварнее войды. По сути, это просто пространство между галактическими нитями, в котором сами галактики отсутствуют. Наиболее крупные из них называют супервойдами. Но какую опасность может представлять собой ничем не заполненные регионы неба? Рассмотрим на примере огромной сверхпустоты Эридана. Эта космическая аномалия находится невероятно далеко, на расстоянии 60 миллиардов световых лет от Земли, в созвездии Эридан. Супервоид обладает просто фантастическим размером. Он тянется на 1,8 миллиарда световых лет, почти до границы видимой Вселенной. По сравнению с ним Млечный Путь на карте кажется маленькой, почти невидимой точкой. Его размер оценивают всего лишь в 100 тысяч световых лет, значит, супервоид может вместить 18 тысяч галактик, подобных нашей. Сверхпустота отличается необычно низким микроволновым фоном. Еще она очень холодная, с более низкой температурой, чем у реликтового излучения. За это астрономы назвали пустоту реликтовым холодным пятном. Ученые полагают, что оно сформировалось по завершению Большого взрыва, когда раскаленная Вселенная стала резко остывать. Такой процесс можно сравнить с появлением пузырьков воздуха в толще льда. Принято считать, что в огромном вселенском пузыре нет материи, он наполнен темной энергией. Это не противоречит стандартной модели космологии. Если наш условный звездолет попадет в сверхпустоту Эридана, то это будет самая смертельная ловушка. Реликтовое холодное пятно называют самым темным местом во Вселенной. В нем нет звезд и галактик. Ни один лучик света не озаряет его нескончаемые глубины. В таком месте ничего невозможно видеть, слышать или ощущать. Найти выход из бесконечного ничего мы не сможем даже с помощью самых крутых космических GPS. Мы не будем приближаться к таким гиблым местам, как супервоиды, но обязательно подлетим поближе к туманностям, чей великолепный мерцающий свет, несмотря на огромные расстояния, астрономы наблюдают с Земли. Одной из самых впечатляющих считается туманность Бабочка, или NGC 6302 в созвездии Скорпиона. До нее 2500–3800 световых лет от Земли. Вид бабочки туманности придали погибшие в ее центре звезды, которые во время агонии отбрасывали в пространство огромные слои газа. Раскаленный до 20 тысяч градусов Цельсия, этот газ мчится по космосу со скоростью почти 100 тысяч километров в час. Но символом красоты Вселенной считается архитектура, названная столпы творения, в туманности Орла. Фантастические небесные колонны похожи на творение высших сил. На самом деле они наполнены теми же облаками из газа и пыли, только сотканные природой с особым мастерством. Их причудливые силуэты подсвечены интенсивным ультрафиолетовым излучением молодых массивных звезд, скопившихся вокруг. Тем временем коконы внутри столпов, скрытые от глаз, уже формируют новые звезды. Но настоящую тайну Вселенной нам приоткроет призрачный свет туманности Кольцо, которое как бы надето на скопление галактик Си-1 0024+17. Предполагается, что туманность образовалась во время титанического столкновения двух огромных галактических массивов. При катастрофе столь гигантские скопления не смогла бы удержать вместе лишь гравитация собственных звезд. Их, вероятно, скрепляет темная материя, которая сбилась в комки в форме кольца. Обычно темная материя, состоящая из пока неизвестных науке элементарных частиц, невидима. Но отдаленные галактики в скоплении Си-1 0024+17 подсветили ее облако своим излучением. Эта небесная драгоценность находится уже ближе к краю видимой Вселенной. Чтобы ее увидеть, придется преодолеть расстояние в
5 миллиардов световых лет. Эарендел, или утренняя звезда, еще дальше от Земли. Она действительно родилась на заре мироздания. Свет, который обнаружили астрономы, звезда испустила всего через 900 миллионов лет после Большого взрыва. Светило примерно в 2 раза горячее Солнца и в 1 миллион раз ярче. Массу Эарендел оценивают в 50-100 раз больше солнечной, а температуру поверхности не менее чем в 20 тысяч кельвинов. Недавно космический телескоп Джеймс Уэбб сделал наиболее детальный снимок Эарендел. На нем звезда сияет бело-голубым цветом. Она наверняка представляет собой незабываемое зрелище. Только увидеть его наяву никому не суждено. Даже если бы мы каким-то чудом прямо сейчас во время просмотра видео перенеслись к Эарендел, то ничего не обнаружили бы на ее месте. Звезда уже давно мертва. Такие горячие и яркие светила обычно живут недолго. Они быстро сжигают запасы водорода и становятся сверхгигантами, а затем сверхновыми. С утренней звездой, скорее всего, это случилось давным-давно, и только ее свет, как некий бессмертный аватар, до сих пор путешествует по пространству. Мы отправимся к другому объекту на краю Вселенной, который, скорее всего, будет жить очень долго. Это квазар J0313-1806, который обнаружили астрономы из Университета Аризоны в США. Он существовал во времена, когда возраст Вселенной составлял лишь 670 миллионов лет. Приблизившись к этой области пространства, мы будем ослеплены многочисленными небесными фейерверками. Прежде всего, невероятно сияет сам квазар. Он содержит в себе сверхмассивную черную дыру с массой в 1,6 миллиарда солнечных, которая выбрасывает гигантские потоки плазмы, джеты, и подпитывает этот свет. Для астрофизиков J0313-1806 редкая находка. На сегодняшний день известно лишь 2 крайне далеких квазара. С их помощью ученые хотят проверить теории образования сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной, а также оценить скорость их роста. К тому же J0313-1806 представляет собой ядро галактики, которое зажигает звезды с невиданной активностью. Скорость рождения светил составляет 200 масс Солнца в год. Если сравнить это со скоростью образования звезд в Млечном Пути, то в нашей галактике она равна всего 3 массам Солнца в год. Впрочем, в космосе это не рекорд. Галактика Мамба-9 содержит много пыли и газа, из которых, как на принтере, одну за другой распечатывает звезды. Общая масса светил, образованных в ней за 1 год, в 1000 раз больше солнечной. До недавнего времени Мамба-9 считалась к тому же самой далекой из галактик. По данным исследований, она сформировалась через 970 миллионов лет после Большого взрыва. Расстояние от Мамба-9 до нашей Солнечной системы составляет около 13 миллиардов световых лет. Но теперь этот перенаселенный звездный питомник лишился звания рекордсмена. Галактика Глаз Z13, которую астрономы открыли с помощью телескопа Джеймс Уэбб, находится в 13,5 миллиардах световых лет от Земли. Она появилась спустя всего 300 миллионов лет после Большого взрыва. Это настоящий космический динозавр, массой эквивалентной приблизительно миллиарду солнечных. Он простирается примерно на 1600 световых лет. Правда, внешне галактика вовсе не похожа на ужасного ящера. При переводе снимка телескопа Джеймс Уэбб из инфракрасного в видимый свет глаз Z13 выглядит как удивительный алый цветок с белой сердцевиной. Но есть ли что-то дальше него? Возможно. И это будет сверкающая стена. Но расстраиваться не стоит, поскольку стена не перекроет нашей экспедиции путь. Если присматриваться внимательнее, то каждая светящаяся точка в этой невероятной структуре – отдельная галактика. Их в том регионе более 100 тысяч. Ученые подсчитали, что объект содержит примерно квадриллион, то есть единицу с 15 нулями звезд, как наше Солнце. Мегагигантская структура называется «Стена Южного полюса» и находится в 500 миллионах световых лет от Земли.
Стена поражает своим размером даже в космическом масштабе. Она занимает в пространстве область в 1,4 миллиарда световых лет. Для сравнения, размер Млечного Пути — около 100 тысяч световых лет. Ученые смогли обнаружить чудовищную стену, измерив красное смещение галактик. Мы знаем, что все объекты во Вселенной движутся. При этом их световые волны растягиваются и меняют цвет. Оценив этот световой сдвиг, можно понять, что представляет собой объект и как он перемещается в пространстве. Таким образом, ученые нашли и другие подобные объекты. По сравнению с одним из них, стена Южного полюса покажется нам лишь коротким забором. Великая стена Геркулес — северная корона, огромная плоская суперструктура из галактик, простирается по космосу более чем на 10 миллиардов световых лет. Она занимает чуть менее 10% всей наблюдаемой Вселенной и, возможно, тянется практически до ее конца. Итак, мы достигли края метагалактики, доступного для астрономических наблюдений. Мы уже выяснили, что она составляет около 13,8 миллиарда световых лет. Именно столько времени фотоны самой ранней Вселенной летят до Земли. Но тем временем мироздание продолжает расширяться, и объект, о котором фотон несет информацию, за этот период в результате расширения пространства удаляется на огромное расстояние. Считается, что за весь период после рождения Вселенная от Земли до космического светового горизонта теперь имеет диаметр 92-94 миллиарда световых лет. Это будет краем нашего мироздания. Его действительно можно сравнить с некой стеной. За ней кромешная тьма, поскольку туда не распространяется реликтовое излучение. Означает ли это, что за пределами в наблюдаемой Вселенной ничего нет? А может, там такие же галактики, звезды, планеты, только невидимые для нас? Или что-то более экзотическое, даже пугающее? И нашей экспедиции грозит гибель в некой бездне тьмы? Как вам вариант того, что на окраине Вселенной можно превратиться в полном смысле слова в ничто? Перспектива не очень приятная, но ученые допускают такую возможность. Она основана на наблюдениях, что в космосе массово гибнут галактики. Астрофизики отделения Международного центра радиоастрономических исследований Австралии заявили об этом после изучения более 11 тысяч подобных объектов. Исследователи выдвинули интересные теории, которые объясняют столь масштабный мор. Одна из них связывает исчезновение галактик с вакуумным распадом. Сейчас мы существуем в мире, где энергетический уровень стабильный. Ученые назвали это состояние ложным вакуумом и сравнили его с равниной. Они предполагают, что однажды из-за некой встряски или другого события на подобной равнине может возникнуть как бы энергетическая впадина. В результате уровень энергии в мироздании снизится до минимума. Тогда ложный вакуум начнет распадаться, уступая место истинному. Возможно, этот процесс уже запущен, и вакуум пожирает галактики на окраинах Вселенной. Правда, галактики тухнут медленно, а вакуумный распад по физическим законам должен происходить со скоростью света. Он уничтожил бы Землю всего за несколько секунд. Так что, скорее всего, нашей экспедиции полный вакуум не грозит. И, к слову, в любом случае не стоит переживать за Землю. Даже если на окраинах Вселенной и начался вакуумный распад, до нас он доберется лишь через миллиарды лет. Но вдруг вместо этого мы попадем в безумный энергетический водоворот. По одной из гипотез, галактики может разгонять одна из наиболее загадочных сил Вселенной — темный поток. Так называют согласованное движение скоплений галактик к неизвестной массе, вне видимой области мироздания. Признаки этого явления обнаружили ученые из Центра космических полетов имени Годдарда, НАСА. Теория выдвинута на основе анализа данных зонда WMAP по более чем 1000 кластеров. Это очень масштабное исследование, которое охватывает значительную часть наблюдаемой Вселенной. Авторы работы заявили, что темный поток простирается на 2,5 миллиарда световых лет. Он устремляется к огромному сверхскоплению галактик Великий Аттрактор.
а затем к созвездиям Центавра и Гидры. Ученые высказали мнение, что эта безумная лавина может затянуть всю Вселенную в черную дыру, размеры которой невозможно представить. Когда плотность монстра достигнет критической точки, произойдет большой взрыв, и родится новая Вселенная. По другой, еще более экзотической версии, темный поток возник в результате гравитационного притяжения какой-то массы из параллельной Вселенной. Однако пока все эти ужасные гипотезы практически ничем не подкреплены. Вместе с тем, на границе видимой Вселенной все же есть аномалии, которые насторожили астрофизиков. Последние наблюдения показали, что некоторые астрономические объекты движутся не так, как должны. Это значит, что за пределами метагалактики могут находиться неизвестные массивные структуры. Их притяжение пронизывает окружающий космос, оказывая влияние на окружающие объекты. Ученые назвали такие гипотетические структуры внеметагалактическими. К сожалению, научными методами их природу точно определить пока невозможно. Существование таких объектов дает подсказку, что за пределами видимой части Вселенная может продолжаться, только не факт, что у нее есть край. Ученые утверждают, что ответ на вопрос во многом зависит от формы мироздания. Теоретически существуют 3 основных варианта, каждый из которых отличается показателем кривизны космического пространства. В свою очередь, кривизна связана с массой Вселенной. Если брать отдельные участки неба, то очень массивные объекты могут оказывать влияние на ткань пространства и энергию его расширения. Ученые уже знают примеры, когда, например, огромные черные дыры искажают все вокруг себя. Как это отражается на Вселенной в целом? Реальная плотность космоса может превышать критическую. То есть массы будет достаточно, чтобы остановить расширение пространства, и оно свернется в некую сферу. В такой модели Вселенная замкнута и конечна, хотя и не имеет четко выраженного конца. Чтобы лучше это понять, представьте 2 параллельные прямые на шаровидной поверхности. Линии не смогут вечно идти параллельно друг другу и обязательно пересекутся. Пример тому меридианы, которые проходят по экватору под прямым углом и в этом месте останутся параллельными. Но вот на полюсах они пересекаются. Получается, что на нашем условном космическом корабле, двигаясь в одном направлении, мы вернемся туда, откуда отправлялись. Однако полная аналогия с Землей в случае со Вселенной все же не подходит. Не будем забывать, что пространство расширяется. Ученые видят, что галактики разлетаются все дальше. Причем это происходит при наблюдении с любой точки космоса во всех направлениях. Они движутся везде с одинаковой скоростью. Но чем дальше от наблюдателя, тем быстрее. Например, вы смотрите в телескоп, конечно, из нашего Млечного Пути. Обозначим его как А. Вы видите, что галактика Б удаляется от вас со скоростью 16 тысяч километров в секунду. Но если какой-нибудь гипотетический инопланетянин из галактики Б смотрит в свой внеземной телескоп, то замечает улетающую от него нашу галактику А. Для инопланетянина она тоже движется со скоростью 16 тысяч километров в секунду, только в противоположном направлении. Еще в то же время за небом может наблюдать представитель внеземной расы из галактики С. Это место находится в том же направлении, что и Б, но вдвое дальше от Земли. Инопланетянин из точки С заметит, что галактика Б удаляется со скоростью 16 тысяч километров в секунду, а наша более далекая от него галактика А летит, преодолевая 32 тысячи километров в секунду. Вы же увидите, как галактика С мчится вдаль с аналогичной скоростью — 32 тысячи километров в секунду. То есть у каждого будет своя точка отсчета, которая дает практически одинаковые результаты. Так что сферическую Вселенную, скорее всего, можно условно сравнить с гелиевым шаром, который надувают, и он расширяется во всех направлениях. Причем в больших масштабах Вселенной процесс происходит быстрее скорости света. В рамках этой модели мы никогда не сможем облететь вокруг всего пространства и вернуться в исходную точку, завершив цикл. Между тем, ученые считают более перспективной другую, плоскую форму мироздания.
Она возможна, если масса Вселенной примерно равна критической. Тогда ее расширение постепенно, в течение бесконечного промежутка времени, замедляется. Эйнштейн называл такую модель конечной, но неограниченной Вселенной. Плоская Вселенная согласуется с наблюдениями и с теорией, потому эта мысль находится в самом центре современной космологии. Ее раз за разом подтверждают данные орбитальных обсерваторий по исследованию реликтового излучения. Они показали, что у космоса вообще нет никакой кривизны. Вселенная плоская, как огромный лист бумаги, по крайней мере в пределах, доступных для астрономических измерений. Так, в новом исследовании международная команда ученых выяснила, что реликтовое излучение проявляет еле заметное колебание температуры в течение миллиардов лет. Астрофизики рассчитали прогнозируемый размер изменений и сравнили с тем, что наблюдают в реальности. Если бы данные не совпадали, значит, изначально параллельные линии лучей света изменили направление в пространстве времени. Тогда Вселенная искривила бы свою форму. В итоге обнаружены лишь мелкие несовпадения в моделях, то есть маленькие сдвиги лучей реликтового излучения. Их виновниками, скорее всего, являются необъятные пустоты, где плотность галактик в 1000 раз меньше, чем в среднем по Вселенной. И наоборот, сверхскопления типа Великого Аттрактора и Шепли настолько заполнены массой небесных тел, что вокруг них начинают вращаться другие галактики. Нам такие объекты кажутся безграничными. Однако в масштабах космоса они очень маленькие. В больших регионах, например, размером от 200 миллионов световых лет, вещество во Вселенной остается однородным по всем направлениям. Аналогичная ситуация и с искривленным пространством. Как утверждает американский астрофизик Дэвид Спергель, мироздание выровняло очень быстрое расширение. Мы знаем, что в самом начале Вселенная была сгустком энергии, который разлетелся с невероятной скоростью на огромное расстояние. Этот процесс и привел к тому, что пространство стало плоским или очень приблизилось к подобной форме. Мы можем лететь по плоской, расширяющейся Вселенной сколько угодно, а все вокруг будет оставаться более или менее неизменным. Добраться до края нам не удастся. Мы просто будем открывать все новые и новые галактики, звезды, туманности, черные дыры. И так без конца. В то же время наблюдения реликтового излучения выявили некоторые странные, необъяснимые аномалии. Например, крупные структуры там, где их быть не должно. И еще некие непонятные узоры в остатках света Большого взрыва. Все это, по мнению международной команды астрофизиков, объяснимо, если мироздание похоже на обычный пончик. Последнее исследование в марте 2023 года показало, что необычная природа реликтового излучения объясняется более сложной формой Вселенной. Она плоская, но не похожа на лист бумаги. Плоскости бывают разными. Например, если на листе бумаги нарисовать параллельные линии, а затем свернуть его, то получится цилиндр. Все линии в нем останутся параллельными. Цилиндр продолжит быть геометрически плоским. Изменятся лишь его пространственные характеристики. Если же края этого цилиндра сложить вместе, то получится фигура наподобие пончика. Или вот еще один вариант сложной плоской формы. Возьмите тонкую полоску бумаги, соедините ее края, повернув одну часть полоски на 180 градусов. В результате у вас выйдет лента Мёбиуса. Этот объект также является геометрически плоским, поскольку параллельные линии в нем не пересекаются. В целом существует 18 геометрически плоских трехмерных объектов, у которых разная пространственная форма. Вселенная, которая имеет более сложную конструкцию, чем простая плоскость, могла бы объяснить аномалии в реликтовом излучении. По мнению ученых, скорее всего, для этого она должна быть похожа на пончик, а не блин. Если мы будем путешествовать по такому извилистому пространству, то получим просто фантастические впечатления. На очень дальнем расстоянии, как уверяют ученые, можно увидеть копию самих себя, только гораздо моложе. Для примера возьмем Вселенную, диаметром которой теоретически составляет 1 миллиард световых лет. В этом случае астрономы наблюдали бы галактику Млечный Путь в том виде, какой она была 1 миллиард лет назад, а за ней еще одну копию,
созданную 2 миллиарда лет назад и так далее. Причем копия ненароком способна оказаться еще и перевернутой. Но никаких сфер, плоскостей или пончиков не будет, если плотность мироздания очень низкая. Тогда и гравитация материи не сможет сдержать расширение пространства, и Вселенная изогнется в форме седла. Однако есть ли шансы на подобный вариант? Кривобокая форма противоречит принятому в космологии принципу, что через несколько мгновений после Большого взрыва Вселенная невероятно выросла в размерах. В то же время наблюдения микроволнового зонда WMAP дают основания рассматривать версию искривленного пространства. Они показали, что горячие и холодные точки на одной стороне космоса кажутся более высокой или низкой температуры, чем на другой. То есть Вселенная действительно может оказаться похожей на седло. Данные спутника Планк также недавно подтвердили эту гипотезу. Какой ученым представляется Вселенная седловидной формы? В ней любой объект, который кажется движущимся параллельно другому объекту, на самом деле отклоняется от него на огромных расстояниях. Так что лучи света распространяются по изогнутым траекториям. В частности, они проходят по линиям, составляющим кратчайшее расстояние в искривленном пространстве. Так самолет исследует по большим кругам, летая вокруг Земли. Мироздание, по мнению астрофизиков, изогнул некий ужасный удар или другая масштабная катастрофа. Например, наша Вселенная могла столкнуться с какой-либо другой. Однако в настоящее время большинство космологов считают эту теорию менее обоснованной, чем предыдущую. Означает ли это, что мы можем окончательно остановиться на плоской форме Вселенной? Действительно, совсем недавно зонд микроволновой анизотропии WMAP провел новые измерения колебаний микроволнового фона. Аппарат пытался определить, является Вселенная открытой или закрытой. По результатам вышло, что она плоская с погрешностью всего 0,4%, конечно, очень мало, но они оставляют долю сомнений. Как их развеять? В обозримом будущем астрономы не смогут увидеть наше мироздание за пределами метагалактики. Однако ученые пытаются сделать это с помощью теоретических расчетов и моделирования. К примеру, стандартная модель физики помогла предсказать существование многочисленных частиц, в частности, бозона Хиггса, причем задолго до его открытия. Физики исходили из того, что такие частицы существуют, и это помогло найти бозон. Теоретическое исследование Вселенной со временем тоже способно принести результаты, причем не исключено, что совершенно фантастические. Уже выдвинута версия, что на краю Вселенной могут отсутствовать время и пространство, как в привычном для нас смысле, где физические законы перестают действовать. А такие понятия, как материя, вещество, энергия, вообще отсутствуют. Логичным продолжением этого стала гипотеза о том, что наша Вселенная является частью какой-то мегамасштабной космической структуры. Вполне вероятно, она расположена в многомерном пространстве, а наше мироздание, которое кажется таким необъятным, в реальности лишь маленький, еле заметный винтик в этой структуре или даже представляет собой ее частичное отражение. С данной теорией близко перекликается идея о мультивселенной, которая похожа на пену из множества пузырьков. Они разделены тонкими перегородками, которые невозможно преодолеть, либо возможно, но только при соблюдении неких условий. По этой гипотезе наш мир начался с того, что Вселенная сформировалась как пузырь внутри более крупной материнской метавселенной. При ее рождении, возможно, возникли колебания стенки пузыря, которые отмечались как очень крупномасштабное возмущение пространства. Одним из последствий могли стать аномалии космического микроволнового фона, которые видят обсерватории WMAP и Планк. Таким образом, существует множество мирозданий, и каждое представляет собой отдельное пространство со своими физическими законами. Возможно, там действуют странные силы и принципы. Если мы до них и доберемся, то никогда не сможем понять. Или наоборот, сделать это окажется довольно просто. Конечно, масштабы Вселенной поражают. Ее край кажется несусветной далью. И вообще он может быть, а может и нет. Так что пока точно неизвестно, будет ли у нашего космического путешествия конец. Однако мы все равно продолжим стремиться к границе мироздания, используя новые теоретические расчеты и наблюдения ученых.
Так, в Южной Корее построили уникальный исследовательский центр Йеми, в котором будут изучать тайны Вселенной. Он размещен на глубине 1100 метров под горой Йеми. Площадь центра составляет 3000 квадратных метров, где можно проводить более 10 экспериментов одновременно. Подземный объект позволит исследователям обнаружить сигнатуры известных материалов, объектов или структур. При этом под землей не будут мешать фоновый шум или излучение извне. Кроме того, ученые считают перспективным дальнейшее изучение аномалий микроволнового фона с помощью наземных телескопов. Любое его несоответствие ожидаемым параметрам может дать ценные сведения о форме всего пространства и есть ли у него край. Шаг за шагом мы продолжаем двигаться к границам Вселенной. А значит, впереди нас ждут еще более невероятные космические приключения.